старой школе на окраине города утро начиналось как всегда. Коридоры наполнялись шумом шагов, а классы — строгой тишиной. Среди учеников особенно выделялась Наоми Джонсон. Спокойная, аккуратная чернокожая девочка, которая всегда сидела у окна и старательно выполняла задания. Она редко поднимала руку и почти никогда не спорила со взрослыми. Ее классной руководительницей была миссис Харпер, учительница с безупречной репутацией и жестким характером. Она любила порядок, дисциплину и собственную правоту. Когда Наоми однажды написала сочинение о своем отце, атмосфера в классе изменилась. Девочка описала его службу, долгие командировки, награды и ответственность, которую он нес за тысячи людей. Для нее это было естественно, она просто рассказала о семье. Но для учительницы это стало поводом для раздражения. Миссис Харпер восприняла рассказ как выдумку, сочтя его попыткой привлечь внимание. Она решила, что девочка приукрашивает реальность, и публично усомнилась в правдивости ее слов. В классе повисло неловкое молчание. Наоми не плакала и не оправдывалась. Она лишь сжала тетрадь и опустила глаза, будто давно привыкла к недоверию. Несколько дней спустя в школе ожидали внеплановую проверку. Администрация суетилась, учителя приводили классы в порядок, а директор лично встречал гостя у входа. Никто из учеников не знал, кто именно должен был приехать, но напряжение ощущалось даже на переменах. Когда высокий мужчина в военной форме вошел в здание, разговоры стихли. Его осанка была безупречной, движения точными, а взгляд спокойным и тяжелым одновременно. На его груди блестели знаки отличия, говорившие сами за себя. Это был генерал Маркус Джонсон, 4-звездочный командующий, прибывший с официальным визитом. Он прошел по коридорам уверенно, словно знал этот путь. В одном из классов он остановился. Там за партой у окна сидела Наоми. Девочка подняла голову и увидела отца. В ее взгляде не было удивления, только тихая радость и уверенность. Учительница, заметив гостя, замерла. До нее медленно доходило осознание. Все слова, сказанные ранее, все сомнения и снисходительные взгляды вдруг потеряли смысл. Реальность оказалась куда весомее ее убеждений. Генерал подошел к дочери, положил руку ей на плечо и посмотрел на класс. В его присутствии не требовались объяснения или оправдания. Факты говорили сами за себя. В тот день в школе многое изменилось. Для Наоми не потому, что ее наконец поверили, а потому что она и раньше знала правду. А для учительницы, потому что тишина иногда говорит громче любых слов и заставляет столкнуться с собственными предрассудками. Иногда одного шага через порог достаточно, чтобы ложные суждения рассыпались, а молчание стало самым честным признанием ошибки.